Иногда очень важно ошибиться. А вот это плохо. Кто сломал? Это, наверное, я. Надо, конечно, аккуратнее. Менеджмент, он может быть жестким, но всегда с демократическим лицом. Вот когда есть душа, очень сложно убить такую корпоративную культуру. Ми з напарником робимо, він не доробив, ну я вийшов. Офіс нічого не рішає. Лежали бы мышки, хомяки, барсуки. Бизнес может иметь деньги, не иметь команды – это не бизнес. Money makes sense. Короче, приехали в село Лещин, Житомирская область, Кустоагро, к Алишеру. Ну и нас тут встречают. Блин, и вот это приезжаешь постоянно, поговорить там про бизнес, про деньги. Но надо начать с того, чтобы покушать котлеток, картошечки, компотику. Так что начнем чуть позже. Но я так наелся, честно, Алишер, я вот подготовил себе вопросы, но я так наелся, что у меня все вопросы уже с головы вылетели. Ну, давайте поедем где-то в ближайший паб, там посидим. Наша новая рубрика «Agig Money Ride». Что это такое? Едем в агрохолдинг, говорим с руководством, но не о том, чем обычно говорят. Я не буду спрашивать там про предшественники кукурузы, про какие-то там технологии, чем обрабатывали, как, нотил, не нотил, таких дискуссий не будет. Мы будем говорить про деньги. Сколько компания зарабатывает, какая прибыль, на чем зарабатывает, как устроено. И вот сейчас будем говорить с Алишером Тяжиным, генеральным директором Кустоагро. Это агрохолдинг, который в 3 областях работает: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая. И я хочу узнать у него, как управляется агрохолдинг. Вот как обычно фермер управляет, да, сам везде на полях все делает и так далее. Я подозреваю, что большой агрохолдинг немножко не так управляется. Сидит человек в Виннице, там где штаб-квартира холдинга, и там построил систему, раздает задачи. Так или не так, сейчас посмотрим. Пойдем сейчас с Алишером вот в этом лесополосе, пообщаемся. И если у вас будут вопросы еще к Алишеру, вы в комментариях оставляйте, мы потом доснимем. И через месяц, может быть, про Кустоагро еще что-то расскажем, ну, уже в наших соцсетях. Они тоже все внизу, подписывайтесь и на канал, и на соцсети. И, короче, на все я пойду поговорю. Кусто, это средний или это уже большой агробизнес? Я думаю, что это, наверное, крепкий середнячок. Да, но 23 тысячи гектаров. Да, 23 тысячи гектаров. Но, наверное, это компания, которая по классике вертикально интегрированная. Но мы как бы все-таки стараемся быть таким правильным современным фермером. Да, при том, что у нас есть там структуры, системы, бизнес-процессы. Типа быть гибкими, там. Ну, на самом деле, это неплохо. Это неплохо. Но это должно быть тогда, и оно у нас есть сейчас, когда мы, так скажем, прошли путь от, так скажем, сложностей к улучшениям. Это всегда. А какие сложности? Ну, потому что, когда вначале ты заходишь в агробизнес, или вообще, неважно, там, может быть, в целом в любой бизнес, ты его не знаешь, ты должен его понять, ты должен привыкнуть к окружающей среде, к environment, так скажем. И время нужно необходимое на то, чтобы и уметь ошибаться, уметь возвращаться назад, ошибаться снова и потом уже идти дальше. Ну, как-то так. Но на самом деле, как бы, наверное, если говорить, типа, что умные учатся там на чужих ошибках, дураки на своих, то как бы здесь немножко не так. Иногда очень важно ошибиться, наверное. Хотя бы чуть-чуть, может быть. Потому что у тебя понимание потом появляется, или, так скажем, глубина вещей становится такая интересная. У тебя есть четкая уверенность, что вот это не работает. Если ты где-то слышал, как бы это может даже там, ну, не особо и отложиться. Ну да, типа кто-то говорит, что не работает, ну, а кто-то где-то скажет всегда, особенно в агробизнесе. Да, А кто-то скажет, ноутил не работает, кто-то показывает видео, говорит, смотрите, как ноутил рулит вообще. Капец. И ты сидишь такой, ну, типа, да. Кому же верить? Будемо ходити до великого начальства. От пару питань буквально. Це що у вас за пристрій? Кейс? Да, кейс. Що вносите зараз? Ну, гербіциди. Гербіциди? А, у мене таке питання. Ми сьогодні от прийшли поспілкуватися на тему, як працює от холдинг Кустоагро. От як ви знали сьогодні, що ви будете тут працювати?
Ну, от ви вранці прокинулись, знали, що на це поле прийде. Откуда ви це знали? Ну як от куди? По графіку йдемо. По графіку. А цей графік де? Ну, ми з напарником робимо, він не доробив, ну я вийшов. Да. Ні, я маю на увазі графік, ви де цей бачите? Агрономи кажуть. Агроном каже. Позвонив, сказав, так? Да. Да? Угу. Агроном. А це конкретно Сережа, так? Да? Ні, Олег. Олег, так? Да? А. Він розказав, так? Да? Ну так. Ага. Непосредственно він нами руководить. Ясно. А Алішер часто приїжджає? Ну так. Да? Алішер теж приїжджає? А часто приїжджають Алішер? Ну є, приїжджають, Да? чого ж ні. Навідуються, ну, все-таки вони ж тут руководять. Ясно, супер. Добре, Вікторе. Дякую вам, не будемо вас затримувати. Гарного вам дня сьогодні робочого. Дякую. Вітер не заважає? Ну, при вітрі ми не працюємо. Ну це який? Це вже не працює? вже здоровий. Це вже здоровий, так? Да? Да. Понятно. А якщо що, то і вночі працюєте, так? Да? Ну, ночами працюємо, бо днем, во-первых, температура, во-вторых, не можна днем працювати. Мгм. І пчоли, і таке все. Житомирская область. Да. И ты здесь постоянно 4700, бываешь. 4700 хозяйств. Вот гектаров. расскажи про твой стиль управления. То есть все-таки, ну интересно, ты не где-то там сидишь, а ну. Ну, я понял. Мне он написали ребята, чтобы у меня длинный вопрос был слишком. Дай ответить. Все, Алишер, Не, отвечай. нормально, нормально, это хороший вопрос. Но я бы сказал бы так, есть какие-то базовые вещи там, это же не только касается, ну, типа управления, это вообще в целом, там, как ты там, допустим, когда живешь в квартире, как ты ухаживаешь за квартирой, за своим домом. Я не думаю, что человечество придумало что-то глобально новое в плане, как, ну, администрировать. Есть инструменты какие-то, да, но суть всегда одна. Если ты относишься к тому, что ты делаешь с любовью, и ты действительно хочешь это сделать, поменять, улучшить, и это у тебя идет от души, а не типа ты пришел там отработать какой-то контракт. Никто не спорит, да, money makes sense, да, но это же на самом деле тоже может быть как неким, ну, приложением правильным. Вот если ты как бы к этому относишься как, наверное, к своему, если там вот ты приходишь домой, у тебя дома бардак, там, не знаю, там что-то капает с потолка, там где-то там прокладка не работает на кране, ну ты это будешь менять, это нормально. Также и в управлении в бизнесе, если ты к этому относишься вот именно так, ты в любом случае будешь вникать в разные вещи, там, и в детали, там, и, может быть, не всегда в детали, но ты будешь понимать, что у тебя происходит в квартире, так скажем. Также и в бизнесе, то есть основа управления, на самом деле, она на поверхности. Это все очень несложно. Да, понятно, что оно приходит с опытом, потому что помимо управления еще есть там психология, понимание разных вещей, балансы. У вас нету такого диктатуры, что там начальник, там ты или там Владимир, наверное, руководитель производства сказал и все. Ну вот, допустим, наш директор фарминга Володя Сирый, наш главный агроном, да, Владимир Николаевич, там, я вместе с ними, или там они со мной, разницы нет. Мы всегда стараемся так общаться. Ну а зачем создавать, извиняюсь за выражение, какой-то, блядь, геморрой людям, которые наверняка, я думаю, находясь в полях, лучше понимают ситуацию, даже иногда, чем ты, быстрее. Пусть они не всегда могут сказать это красивыми словами, они не говорят там EBITDA, break even, там, profit, net income, но на самом деле вот в этом и есть вся суть. То, что ты просто можешь быть на самом деле всегда гораздо проще, чем даже ты есть. Ясно, что не всегда можно с этим работать или с этим жить, потому что бывают в компании сложные периоды, непростые, когда тебе приходится все-таки действительно закручивать болты. Ну там, когда там воруют, там обманывают, там где-то там пытаются какую-то свою выгоду урвать, а про компанию никто не думает. Вот в компании такое возникает какое-то слишком потребительское отношение. Ну, конечно, здесь приходится быть более жестким, но, опять же, менеджмент, он может быть жестким, но всегда с демократическим лицом, это нормально. Поэтому мы так все общаемся, но это здорово, потому что на работу нужно приходить не как на работу, а как на, так скажем, в социум, где тебе интересно. Просто провести день. И вот есть вот такие моменты, и их очень вот в последнее время много, когда мы понимаем, что мы просто кайфуем от того, что мы делаем. И нам не нужно создавать излишних сложностей. Потому что, да, есть все равно какая-то там система, там, понятно, управление, никто про нее не спорит. Но это же все на самом деле просто, опять же, как инструментарий. А основная суть в том, что ты общаешься с людьми, если вы идете совместно к результату, там, неважно, там, это механизатор, тракторист, там, комбайнер, там, это там менеджер в офисе,
все гораздо, может быть, проще и понятнее. Но при этом самое главное, чтобы в команде была душа. Вот когда есть душа, очень сложно убить такую корпоративную культуру. Вот знаете, вот здесь чувствуешь магию сельского хозяйства. Вот когда ты выезжаешь в поле, и этот гребаный офис, я знаю за выражение, покидаешь, но я люблю офис. Но вот имеется в виду, что вот ты понимаешь, когда мы там сидим, копошимся, что-то в таблицах считаем, капексы, опексы, это все нужно. Но здесь ты понимаешь суть. Вот это действительно тебя соединяет с природой. Мы на самом деле это теряем, особенно вот в больших холдингах. Ну, неважно только это, может быть, не только агро, но вот в агро ты это явно чувствуешь. Когда ты приезжаешь, ты вот эту связь получаешь. И коннекшн у тебя как программа обновляется. Допустим, если это была бы фабрика завод, то не было бы такого. А вот здесь именно ты чувствуешь что-то, ну, что-то не гораздо меньше материальное, а больше именно моральное. Вот это дает драйв, реально. Ну, не знаю, я так чувствую, не знаю, как у других. Ну что, вот агроном, наверное, он с этим... У него это офис, это же для агронома офис. Да, но все равно это же не в Excel ковыряться. Конечно нет. Да. Однозначно. Но офис есть отдельно же, да? Ну, есть, да. А это самое, а что это за диагональная такая? Не опрыскиватель ездил. Технологичная колья. Ага. А не, почему она по диагонали? Вот это просто такой, ну, чтобы... Вот мы сегодня тоже были у Винницы, и Чем- там тоже по диагонали обрабатывал. То есть можно как-то между рядом идти или так не ходят по кукурузе? Смотри, Стас, можно ходить, грубо говоря, опрыскивателю по вот этой колее, по которой когда-то сеялка проходила. Мгм. Но у нас это же не везде работает, да, по-моему, Серега? А там проблема, вот у нас, помнишь, есть же John Deere наш самоходник? Там же есть датчики Row Sense, Да. Там но они все равно наезжают на кукурузу. иногда, да, но в основном держат. Мгм. Ну, вообще, я думаю, что диагональ, основная суть это в том, чтобы меньше сделать наездов на растения. Примерно так. Потому что если, допустим, ехать не по диагонали, а если у нас нет колеи, а вот так сплошняком, Это еще то больше. мы в итоге больше повредим на будущий урожай. А Поэтому эта мы- диагональ, она уже тоже, ну, есть линия в GPS, и то есть по ней Да, вся- да, вся да, да, техника да, ходишь. да, да. То есть, грубо говоря, если у нас не было бы вот этого GPS метрики, Мгм. то тогда бы мы бы ездили постоянно в разнобой. А так мы знаем, где уже опрыскиватель проезжал. Супер. Хорошо я подготовился, да? Читал вчера всю ночь. Агрономия за 7 часов. Мы все элементы, которые были там и 1000 лет назад, просто появился новый инструментарий. Например, ну, ты говоришь инструментарий. чтобы- Ну, допустим, это диджитализация, цифровизация, какие-то там, возможно, новые оценки там, твоей же системы разными экспертами, да. Есть много очень там интересных там консультантов, там людей, то которые есть там... ты еще привлекаешь со стороны каких-то... Не-не-не, я имею в виду там какие-то там мировые имена, такие как, допустим, Фламгольц или Адизис, да, которые помогают там понять лучше там твою структуру. Это очень нужно как инструмент, но самое главное, я вот считаю, именно в управлении в системе, если мы говорим, это все-таки основные базисные концепции. То есть должна быть умеренно правильная централизация решений, умеренно правильная централизация учета, умеренно правильная централизация влияния на операционную среду. И при этом ты даешь возможность людям маневрировать, разворачиваться и приносить новые решения. Потому что все равно в любом случае, когда ты делаешь чрезмерную децентрализацию, ну вот прям, ну вот совсем прям, то возникает хаос. А в хаосе иногда очень сложно как бы разобраться. Поэтому основополагающий должен быть порядок. А вот ребята сказали, что у вас централизованно принимаются решения по технологии. Ну да. Вот, ну и вот как бы и вроде, ну вот, как, то есть ты для себя принял такое решение, да, то есть демократичный руководитель, который нормально общается с подчиненными, там, ребята себя свободно чувствуют, они не участвуют в принятии решений. Я сейчас скажу, вот буду честным. Вот у нас есть, ну понятно, что мы компания Кусто Агро, за нами стоит, понятно, как бы учредители, да, группа Кусто. У группы Кусто на самом деле есть очень правильные ценности. Вот это вот какое-то некое такое интерпренерство, но при этом, наверное, завернутое в правильную оболочку, да, помогает ну, вот, правильно развиваться, правильно управлять.
ну и вообще в целом получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если мы говорим по поводу вот, того, что мы централизованно принимаем решения и другие не принимают, ну, надо учитывать специфику агробизнеса. И, ну, как бы ни было, все равно, скажу так, постсоветская ментальность, постсоветская культура во всех странах там, бывшего СССР, она все равно же никуда не делась. И все-таки централизацию нужно делать очень, очень правильно. То есть, да, мы централизованно принимаем решения там, по технологической карте, но при этом мы слышим друг друга. Это не так, что, там, знаешь, кто-то там проснулся, сказал, я хочу вот так, все, и будем делать вот так. Нет, ну, это так не работает. Мы с нулем дискутируем. Даже при нашей централизации там, да. То есть ты тоже это признаешь, что вы дискутируете? Потому что ребята говорили, что вы дискутируете. Да, мы дискутируем, мы постоянно спорим, там, обсуждаем, но мы для себя понимаем, что мы видим это в одной плоскости. То есть, когда, допустим, ну, вот люди видят в разных плоскостях, очень сложно получить на выходе единое мышление. То есть эта централизация, она не исключает того, что, вы, ну, Да. что человек может дать какую-то свою идею, но или там, ну, вот, поучаствовать в принятии решения. Для вас это просто как бы некое направление, по которому вы идете. Да, я просто хотел сказать до этого, вот если быть честным, то не всегда, допустим, ну вот если мы говорим не только про централизацию или там про такие вещи, или, там, про демократию там в решении, не всегда мы были прям супер демократичными изначально. Не всегда. Да, потому что, я уже говорю, были периоды такие, где нужно было все-таки еще раз закручивать гайки. Но не потому, что мы такие от природы, а потому что среда, в которой мы были, она заставила нас это сделать. То есть это вот когда ты говоришь, что там было воровство Да, и так далее. да. Было такое, да? Конечно. Вот, то есть, Мгм. и вы решили, когда вы увидели, что там что-то идет не так, что в компании воруют, вы решили, что надо закрутить гайки. Но мы на самом деле к этому шли так, знаешь, мы частично понимали, что здесь неправильно. Потом мы шли дальше, понимали, что там еще, оказывается, хуже, чем мы думали. Здесь вот так, здесь вот так. То есть в разных блоках, направлениях мы видели сложности. Но как бы тут сложно оценивать, если бы изначально все было бы идеально. Ну, как бы выросли бы мы, так скажем, в то, что мы есть сейчас, да, как команда. Мое мнение, наверное, скорее всего, стрессовые условия позволяют быть сильнее. Ну да, это Да, и по оно нас- 2020 году все это поняли. Да, оно нас закалило. А я тебе скажу честно, мы к 2020 году были абсолютно готовы. Тогда, там, допустим, там спрашивали, а как вы пережили там, этот там, коронавирус? Я говорю, да нормально. Мы начали готовиться к этому еще заранее. Потому что у нас в компании внутри были кризисные моменты, когда нужно было принимать непопулярные решения, менять, там, убирать людей, там, пересматривать нашу стратегию, понимать, как нам лучше двигаться, что нам лучше выращивать, как нам правильно продавать, как нам правильно работать на элеваторах, что нам еще нужно для того, чтобы сделать этот бизнес, там, есть такое хорошее слово, с эбидой, да, эбида, там, 700-800 долларов на гектаре. Вот, поэтому, наверное, все-таки как бы такой кризис, антикризис менеджмент помог вырасти. Но при этом мы всегда друг другу говорим, что нельзя никогда забывать то, что было, но и нельзя уже в новых условиях делать так, как мы делали до этого. Потому что можно потерять романтику. А вот когда ты теряешь романтику, в или, так скажем, в антикризисный период романтики должно быть минимум. Потому что ты борешься с не совсем правильными вещами, да, не совсем конструктивными. Но когда ты уже вышел на такой правильный, так скажем, пик формы, ты уже можешь правильно, так скажем, что-то тестировать, правильно мечтать, там, где-то, возможно, там, чуть-чуть ошибиться, но уже ты понимаешь примерно, что у тебя есть какая-то подушка, и ты можешь как бы ошибиться, но при этом это не повлияет глобально там, в целом на твой результат. Вот это вот я хотел сказать честно, как было. То есть не то, что мы там такие там, крутые, и так все было. Нет, все было, честно, было моментами очень сложно. И тем более в агробизнесе не бывает по-простому. Ну да. Скажи цифру, какая у холдинга EBITDA с гектара была по сезонам прошлого? Ну вот если брать 20-21 маркетинговый год, то я думаю, что мы вышли где-то на 500-550 долларов. 550 долларов. Но это Да. EBITDA. Сколько денег из прибыли, которую компания заработала, вы что-то инвестировали, какие-то дивиденды платили акционерам? Ну, я скажу, что мы вот в этом году, если все будет нормально, мы закончим этот маркетинговый год с чистой прибылью на как бы
ну, на все 23 тысячи гектаров в районе 5 миллионов долларов. Мгм. Это больше, чем в прошлом году в 5 раз. То есть в прошлом году был миллион, Да. а сейчас будет Да. 5. Ну, это мы связываем в первую очередь с теми, так скажем, ценами, которые дали как бы, ну, быки на рынке, да, то есть и кукуруза, и семечка, там, и пшеница, и рапс очень сильно выросли. Это одна сторона. Другая сторона, я считаю, что мы правильно подошли к технологиям, к севообороту, убрали лишние культуры, убрали лишние бизнеса. Ну, понятно, как бы соптимизировали людей, разобрались с фродом. Вот в комплексе это все вот дало вот... И плюс, конечно, цены. Но я думаю, что если были бы только цены, а все остальное было бы так же, я не думаю, что результат был бы там, ну... То есть он вот бы не таким. 5 раз меньше был бы, Ну, не в 5 раз больше. не 5 раз Да, больше, да, да. То есть он был, наверное, быть больше, но не было бы такого эффекта. Ну и помимо самого результата еще есть состояние людей. Это очень важно. Я, если честно, вот когда работал в нефтянке, я работал в очень такой сложной структуре, где подавлялось многое. То есть там была такая жесткая вертикаль, жесткое управление. Там как бы решения принимались одними людьми только в эту сторону. Было очень сложно что-то доказывать. У нас же в группе Кусто и в Кусто Агро все-таки есть вот этот дух интерпренерства, он помогает действительно слышать друг друга, находить правильные решения. Вот это очень важно. Но опять же, все идет в балансе. То есть, если ты правильно работаешь с хостами, правильно понимаешь коммерцию. То есть, на самом деле, агробизнес это же не просто про бизнес. Это вот на самом деле гораздо больше. Это понимание налогов, импорта, мировых тенденций. Потому что в агро все, так скажем, весь биржевой рынок, он цепляет все. И ты не можешь просто типа сказать, у меня там кукуруза, все есть, я там счастливый. Нет, ты оцениваешь ряд факторов. Но тем более в Украине агроиндустрия классно работает. Но твоя мысль в том, что нужно смотреть шире, чем просто на вот Да. поле, производство Да, и все. да, да. Надо смотреть, куда ты это продаешь, Да. как рынки устроены, Да, налоги однозначно, считать однозначно. правильно и уметь считать деньги. Да, и правильно выходить на форварды по зерну, правильно В нужный момент. в нужный момент. А это можно просчитать вот как-то? Ну, если ты примерно понимаешь динамику цен и период, когда там они падают, поднимаются, да, ты можешь... Конечно, этот год был нетипичный. То, что там кукуруза была, я помню, мы последний объем продали в мае по $290 на CPT. То есть, как бы, да, мы вообще этого не ожидали. Но в целом есть все равно какая-то некая такая динамика, статистика, по ней можно двигаться. Как ты правильно закупаешь ГСМ, солярку на как бы полевые работы, тоже очень влияет. То есть Расскажи, ты можешь... а как можно, вот, например, как можно... что значит правильно закупать солярку? Ну, я имею в виду, ты можешь поймать хорошую цену. И это же, знаешь, это же как трейдинг, только на входе. То есть трейдинг зерном – это трейдинг на выходе, а трейдинг, допустим, покупка ГСМ, газа, семян, удобрений, химии – это все трейдинг там, на входе. Как ты правильно выстроишь, То есть и за этим тоже следить. То да, есть за так рынком, будет работать себестоимость. чтобы купить да. на... Да. Но мы в этом году сделали хорошее такое решение, рокировочку, так скажем, да. Мы совместили команду, которая занималась продажей зерна, с командой, которая занималась закупкой семян, удобрений, химии, ГСМ. Те, кто продает с закупщиками. Да. И Но что мы это дало? Мы как сделали? Мы, во-первых, централизовали эту функцию на человеке, который занимался зерном, на коммерческом директоре. Ну, конечно, там пришлось оптимизироваться по людям, понятно. Но в целом это дало эффект, знаешь, как, грубо говоря, от поля до полки. Так же и здесь как бы. Я не понял, вот объясни, вот смысл. Не ожидал. Соединили тех, кто продает, с Да. закупщиками. Но это же как бы немножко два разных мира. Я тоже так думал, но общаясь с разными агрохолдингами, даже вот, допустим, взять Укрлэнд Фарминг или МРИ, они мне говорили, как-то мы с ними общались, и одна вот девочка говорила, она там в коммерции, я считала, что мне выгоднее, продать сегодня семечку или купить карбамид. Вот. Слушай, но все было бы хорошо, если бы ты не сказал, что это МРИА и Укрлэнд Фарминг. Не-не-не, но там на самом деле действительно как бы, ну, философия была интересная, мы решили это совместить. Ну, у них еще и в другом было интересно. Ну, понятно, да, я не спорю. Но я говорю, как бы всегда очень можно Но находить... подход вот это тебе понравился. Да, можно находить много негатива, можно даже в негативе находить позитив, его как бы брать и потом дальше масштабировать. Почему была такая идея? Потому что, еще раз, когда ребята занимаются торговлей зерном, продают свое зерно, они очень хорошо понимают
как бы коммерцию в целом. Как двигается Да, рынок. на самом деле покупка удобрений, азотной группы, там, семян, газа, солярки тоже имеет, ну, плюс-минус какие-то похожие корреляции. И на самом деле они не пришли на что-то супер новое. Да, там нужно было там, Все понятно... сезонные какие-то, Да, всплески, подъемы. сезонные колебания, да. Вот это все, как бы, оно им, вот я думаю, позволит и дальше вот в таком, скажем так, центральном, такое слово, аппарате работать, там, департаменте. Но это интересно. И как бы мы преследовали две цели. Во-первых, чтобы у нас был человек, которому мы реально доверяем на коммерции. Это тоже очень важно. Да, конечно. Там идут большие обороты Наверное, денег. там, где вот ты говорил, проблемы были, воровали, это, наверное, и в Одна коммерческом. из вещей тоже была там у нас снабжение. Ну, вот, я уже говорю снабжение, это в прошлом, это у нас коммерческий департамент. Вот, мы поставили доверенного человека, который хорошо себя проявил на торговле зерном. Она сейчас коммерческий директор всего холдинга. Мгм. А кто это? Ну, Лена Бескупская. Она начинала у нас торговой компании, а потом уже вот выросла до коммерческого директора. И как бы вот помимо доверия, еще как бы у нее было понимание. Анализ, там, понимание маркета. И, в принципе, та команда, вот, которая вместе с ней, они сейчас, ну, я вижу, думаю, идут в правильном направлении. Хорошо, что мы централизовали. Ну и второй момент вот в этом, так скажем, схлопывании, это было, ну, тоже оптимизация костов. То есть мы как бы искали, всегда можно на поверхности искать решение, да, оно вот всегда рядом. То есть там можно уходить в сложные грани, а на самом деле оно было здесь. Мы попробовали совместить, да, был риск. Но вот спустя уже там фактически год, в принципе, неплохо. Можно так дальше двигаться. Это так мы открываем такие некие лайфхаки, как это можно делать. Но хотя это не новый экспириенс. Это, Сереж, слышишь, а на каком ПО работаете? Что у вас? Вот какая система фарм-менеджмента? 1С. Таки 1С, а в какую-то фарм-менеджмент систему это там? Ну, Кропио типа у нас Кропио. есть. Не, у ну нас вот. Кропио, ну, как бы они типа уже не говорят Кропио, потому что как бы это уже типа, ну, мы с этим сидим. Ну, У него есть там номер поля, агрегат, операции. Он все заполняет Всё занёс. сразу вот в этот 1С свой софт с планшета. Раньше как было? Они привозили эти учетные листы, сидели экономисты, которые это разносили всё, да, эти да. прямые расходы, каждый учетный лист, потом они там должны были это правильно распределить там в базе учетной. Теперь сразу автоматом в онлайне данные попадают в базу и распределяются. И, кстати, нам это помогло сократить количество экономистов. Но если это был бы ноль, то Было тут бы видно, были бы да, остатки. эти остатки, рештки. Лежали бы мышки, хомяки, барсуки. Шутка. Здесь просто лежали бы прошлые остатки того, что мы убирали. Что? Куст И что? жирует кукуруза. То, что в смысле он вообще вот так вот стоит? Вот так вот Нет, стоит? вот эти вот есть. Будет Пасынки. засуха или И какие-то оно на себя заберет. критические будут моменты, оно возьмет, ну, Это засохнет. потому что было 3 зерна? Или Нет, это влага. оно так выросло? Это, ну, кукуруза в дикой природе, это же куст, Ага, трава, ага, я понял. понимаете? Ну и тут есть у нее, и вот сейчас ей хватает кушать. И То есть она вот это еще- что означает еще раз, Николаевич? Для чайников. Хватает влаги, кушать. И она, можно сказать, закладывает еще дополнительно себе какой-то резерв. И вот будет стрессовая ситуация, засуха. Они обычно уходят потом. Что, Типа и она что, оттуда если будет забирает, засуха, да? что будет? Собирает Оно себе. умрет, и оттуда возьмут питательные. Ну, питательные вещества на себя. Ну, прикольно. То есть вот эти нужны просто для подстраховки? Ну, это кукуруза сама по себе делает. Понятно. Ну тогда у нее логика как у живого Вижу очень умного Да. организма. Это да. Да, и 2-3 недели назад кукуруза, а вот это плохо. Кто сломал? Это, наверное, я. Да, минус полтонны на гектаре. Ладно, шучу я. Надо, конечно, аккуратнее. Давай теперь чуть-чуть отвлечемся. Вот с чего ты, как директор агрохолдинга, в котором 23 тысячи гектаров, и сколько человек работает? Ну, на сегодняшний день с сезонными 450. пусть 450 будет. Да, человек. да. С чего ты начинаешь? Вот ты проснулся. Вот что ты делаешь первое? Ну, после этого чистишь зубы, понятно, там. Вначале я пью пол-литра воды на голодный желудок. Хорошо. Когда у тебя возникает первая мысль, а что там на работе? Что там в полях?
Ну, ты условно проснулся и сразу Кропио смотришь? Не, Или, на самом деле нет. Ну, как бы, или звонишь? Не, я звоню, я сам люблю живое общение. Диджитализация – это инструменты. Позвонить к Володе Сирому, к нашему директору фарминга, главному Спросить, агроному. что, как, да? Да, к Николаевичу пообщаться, просто там, спросить, как настроение вообще в целом. Мгм. Очень важно чувствовать людей. То есть, если мы говорим там про то, что типа там, да, у нас там как бы есть там какая-то вертикаль, для меня важнее пообщаться с человеком, даже, может, на какие-то человеческие темы. Да, понятно, бизнес, и про это никто не забывает. Поэтому как бы это все так идет в таком коктейле хорошем. Да, там, как дела, туда-сюда, а потом мы уже там начинаем там, понимать, что у нас там происходит на полях. Да, у нас, понятно, есть тоже внутренняя служба, департамент рисков, они как бы параллельно с нами не, как бы, ну, там, отправляют информацию, что происходит. И я иногда, бывает, сравниваю. Ага. Это тоже нормально. Но это как бы, ну, любой менеджер Ну, это большой делает. компании, да, тут без этого Да, сложно. то есть это не то, что я не доверяю, нет, я доверяю абсолютно. Просто иногда бывает даже, что вот у нас так получилось интересно. У нас было КРО, контрольно-ревизионный отдел когда-то, и служба безопасности. Мы поняли, что это атовизмы. Оно на самом деле не дает никакого эффекта, и мы решили сделать департамент рисков и процессинга. Мгм. Ну, название поменяли или что-то И еще? мы и название поменяли, мы и поставили человека во главе, который как бы, он не бывший там сотрудник органов, он просто больше процессник. Ну, у него как бы вот такое видение, я считаю, правильное. Да, еще как бы есть там к чему меняться, расти, но в целом как бы это тот человек и его команда, которая в принципе дает правильный, скажем, хороший аудит в онлайне процессов, ситуации, не только там именно процессов, ну и то, что происходит на поле, на производстве. Вот. Знаешь, вот время меняется, и меняются какие-то подходы. Вот условно там, ну если раньше, ну, вот такой банальный пример, например, ты там лето, вот мы там комары какие-то кусают. То есть если ты дома, например, Мгм. раньше там, ну типа, тебя кусают комары, ты там форточку закрыл, да? Ну да. А там сейчас кусают комары, ты можешь там что-то, то есть, ну как бы, или ты можешь за ними бегать там по дому, а сейчас ты там включил в розеточку что-то, и это работает. То есть, и, ну, ты меняешь процесс. И здесь тоже, наверное, да, то есть ты, Да. ты мог бы за этими там, условно, старый процесс, там он это, когда ты там этих комаров ходишь, там по квартире лупишь, а новый подход это там чуть другой, там ты окна закрыл, сетки поставил, Да. если хочешь там что-то в розетку воткнул, то есть поменял процесс и другой результат с другим подходом. Ну да, но я не хочу тоже там как бы хваливать там или себя там, или как. Просто я тоже к этому не сразу шел. Это тоже было в процессе. Ну я вот в прошлом работал в банке, какие-то элементы банковского института, системы тоже дали мне там какое-то понимание, возможно, даже там на уровне подсознания, как это может там типа заработать. Ну вроде как бы получается. Я не говорю, что это какой-то ноу-хау, да нет, это обычное решение. Я уверен, таких решений миллионы делают. Ну просто в рамках этой компании это была наша своя история, мы решили так сделать. Вроде как бы вначале казалось нелогично, а потом логика сработала. То есть это еще раз к тому, что не нужно никогда бояться экспериментировать. Это нормально, так же как в торговле там зерном. Но у нас получилась обратная история. Мы вначале ушли в дальние направления, когда-то в Индию, в Пакистан. Очень сильно там обожглись. Потому что с индусами, с пакистанцами, ну, это специфический рынок. Там нужен government protection на той стороне. Вы ушли с чем? Это имеешь в виду группа Кусто туда инвестировала? Не-не, мы как бы туда продавали зерно на дальние направления, а потом мы поняли, что, блин, маржа вся концентрируется, вот я это как бы вижу, я вот вчера общался, кстати, классный парень, Саша со Спайка, бывший SEO Спайка, сейчас он стал возглавить Spike Brokers. И вот мы с ним общались, он говорит, слушай, говорит, основная маржа сконцентрирована на элеваторах, ну, зерна, продажи, и на CPT. Почему? Потому что там, так скажем, Порту. ну, к воротам порта, К потому что там рынок почистился от всякой, скажем так, шелупени ненужной, которая вредит. И там ты понимаешь, с кем ты работаешь. ABCD компании, понятно, там компании второго эшелона тоже качественные. И мы ушли на CPT, то есть вернулись, стали ближе. Мы стали правильно работать в себестоимости, понимать, что вот мы до туда продаем, мы четко понимаем все риски. Ты можешь планировать это. Да, ты можешь спокойно планировать. И там очень много выбора хороших компаний больших. А они тебя, ну, навряд ли кинут. То есть, как бы у них есть имя, у них есть репутация, у них есть бенефициары.
как бы ты понимаешь, с кем А ты вы играешь. пытались что-то строить, свою историю, вести туда, но Да. там свои риски. Ну, Там... это было тоже, с одной стороны, наверное, как идея попробовать, но, наверное, мы все-таки немножко перестарались в том, что мы, типа, переоценили То свои есть силы. вы решили, что Да. с большими трейдерами не конкурировать, вам проще, это вот ваш бизнес, там довезли на CPT и все. Ну, И да. вы понимаете свою маржу, вы Да, понимаете себя, да. чувствуете себя уверенно в этом бизнесе. Просто, понимаешь, вот в чем прикол, что типа все думают, что дальнее направление это круто. Вот вчера мы с Сашей со Спайка общались, так он говорит, как раз-таки рынок вот там, он же такой, знаешь, там все хорошо считают свою маржу, и они начинают, грубо говоря, один и тот же объем перепокупать, перепродавать. Но на самом деле там ты уже не имеешь дела, как бы, по сути, с производителем, с таким прям, вот как мы, да, там, или как другие компании, которые выращивают. Там ты уже имеешь дело с брокером, трейдером, и не до конца понятна вся эта цепочка. Цепочка там теряется. А здесь от элеватора до порта ты видишь всю цепочку. Это очень важно. Вот поэтому мы это увидели, поняли, и вот там сидим на CPT. Будем ли пробовать дальше? Я думаю, будем. Сидим таки на CPT и не высовываемся. Да, ну посмотрим. Я думаю, чуть попозже, если мы еще немножко так мускул так подкачаем, возможно, пойдем не на дальнее направление, возможно, попробуем когда-то переработку. Но это чуть-чуть попозже. Расскажи про технику. Вот Мгм. какие у вас подходы к технике? Что вы покупаете? Как часто обновляете? Сколько у вас техника работает? И каким брендам там вот отдаете предпочтение? Ну, John Deere, New Holland, Case, John Deere, New Holland Case, да? да, Вы это как-то считали? Кинза, сеялка. Кинза, да. Ну, просто есть такая тема, как можно купить дешево, потом постоянно обслуживать, а Да. можно купить выше среднего, в принципе, обслуживать не так часто ломается. Ну, это как, знаешь, как с машиной. То же самое. Можно купить там 3 там, китайских, там, как их, Белли называют, а можно купить одну хорошую Тойоту и, как бы, в принципе, нормально с ней там 10 лет отъездить, и все будет хорошо. Поэтому к технике такой подход. Но мы видим интересную тенденцию, что со временем, и это уже происходит, какие-то вещи будут выходить в аутсорсинг. То есть не обязательно покупать, если у тебя увеличивается посев чего-то или земля, новую сеялку и трактор. Не всегда обязательно. У тебя must-have обязательно там парк какой-то там сеялок, тракторов, там, опрыскивателей самоходных комбайнов, но он не должен там покрывать весь объем твоей земли прям вот на 100%. Пусть это будет там в конверсии там 60 на 40. То есть у тебя должно быть техники на 60%, Ну, грубо говоря. а 40 ты можешь добрать на аутсорсе. Однозначно. Потому что аутсорс это, во-первых, всегда меньше затрат в обслуживании. Ну, то есть ты там нанял, вот мы в этом году наняли нашего партнера Степана Зулинского, Керфилд. Carefield, 2 сеялки, 16-рядных на кукурузу, отлично отработали. Заплатили там, понятно, там свой $1 за гектар, потратили на солярку и все. А идея была изначально, типа, ну давайте купим на $500 000 новую сеялку и трактор. Типа, what the fuck. И все. А мы потом посчитали, поняли, что это будет стоить в год $90 000 досторонний посев, аутсорсинг. И ты при этом не тратишь на ремонт, не содержишь людей, не платишь им выработку за гектар. То есть, как бы, абсолютно это такая интересная тема. Я думаю, постепенно туда как бы все будут идти, и уже к этому идет. Но это правильно. То есть, Ну, сейчас даже не у всех будут по $500 000, чтобы вложиться так в я думаю, технику. что люди стали считать деньги. И вот даже строительство элеваторов вот по Украине, это если там посчитать, у нас 100 миллионов тонн в год производится зерна, и у нас единоразовое хранение вместе с портовыми мощностями на 55 миллионов, ну, к примеру. То есть, в принципе, если сделать 2 оборота, уже есть хорошее покрытие. То есть, как бы, со временем элеваторы там, или там емкостя для хранения, они будут друг с другом конкурировать. И какая там ни была бы цена на газ, или там это будет на пилетах, но все равно стоимость услуг будет падать постепенно. Потому что будет конкуренция. Будет больше элеваторов, которые захотят привлекать сторонние объемы. Да, мы всегда боимся, типа, не наш элеватор, это страшно, там могут там, оборовать, там, что там, снять влажности больше там, и так далее. Но если правильно договориться, правильно поработать, то я думаю, что и рынок становится гораздо более цивильнее, Ну, чем цивилизованнее. больше, да, чем больше конкурентов. Не, есть кидалово. Кидалово есть, Есть, и да. тоже есть там, как бы, ну, это бывает. Но все равно со временем оно уже к этому идет. Во-первых, что классно в агроиндустрии в Украине, она прозрачная. Да и сама Украина, как страна, она же идет по демократическому пути все равно.
пусть сложно, тяжело, там не все просто, но идет туда. И как бы вот эта прозрачность создает все-таки боязнь, да, там. Ясно, что с коррупцией еще надо долго бороться, но все равно у людей все равно есть какой-то некий предохранитель, боязнь, что это завтра может быть как бы предано огласке. Завтра об этом узнают все, и с Конечно, тобой да. никто не будет Да, работать. да, да. То есть как бы люди стали думать больше про свою репутацию. Поэтому я говорю, аутсорсинг это на самом деле возможность. Это риск, но и возможность. Признався, що завдання, от, заради якого він сьогодні тут, ви поставили. По польових роботах. Да, по польових роботах. Що сьогодні робив тут? Це вносили засоби захисту рослин по ріпаку. Тобто у нас був фунгіцидний засіб, Кілмор. Кустодія в 1,2 літра на гектар. Тобто захист іде стручка від хвороб і верхнього ярусу листя ще. Щоб максимально протримати ріпак у фоні в зеленому, щоб більше був налив. Ясно. А ви поставили це завдання. А ви чим керувались? Що саме таку технологію, саме такий діючий речовину? Технології у нас виробляється все централізовано. Централізовано. Да. Тобто це вам якось на початку сезону? Складаються технологічні карти. Бачите? Складаються технологічні карти, які всім нам роздаються. Вони йдуть більш-менш стандартні, однакові, але протягом сезону вони завжди коригуються. Тобто, Ви на свій розсуд коригуєте? Ні, ми коригуємо різним. Тобто я бачу проблему, що знаходимо на полі, яку тобто, цими засобами ми не зможемо задовольнити там чи І тут в системі Кропіва є така у нас функція тривога. Тобто я даю тривогу, Ви бачу, повідомляєте? повідомляється все, і економічний відділ, і агрономічний відділ центральний. І тоді приймається разом рішення. Тобто як Рішення приймається обговорили да. колегіально, це як, Да. як лікарі, да? Зібрались, консиліум, рішили. Ну, А з ким ви обговорюєте? Володимир Миколайович. З Володимиром Миколаївичем, Да. так? Головний агроном агрохолдингу. Ото він в сорочці білій Да. стоїть, так? Все, дякую тоді вам, Дякую. Олеже. Я тепер піду питати Володимира Миколайовича. Як він вам ці завдання ставить, откуда вони беруться? Чи поговорив з механізатором, поговорив з агрономом, всі шляхи привели до вас. Кажуть, що ви ставите завдання. Так. Вони бачать їх у Кропіо, відповідно до технологічних карт, які складені. Але він сказав таку... Технологічні краї у нас карти робляться не в Кропі, а в Когнесі. У чому? Когнес. Когнес. Когнес така програма. Да. І ми там зимою плануємо то вже технологічні зимою? карти. Да. У нас маркетинговий рік починається з 7-го місяця. І от ми в 6-му місяці вже, в перших числах, у нас готові всі технологічні карти. З інженером робимо і з директором фармінга робимо робочий план, згідно якого ми і рухаємося. Це робочий план, це розподілення техніки на всі операції. Ми бачимо вузькі місця, де треба наняти. В цьому році наймали, наприклад, сівалки. Там, де не вистачало своїх потужностей. Сівалки наймали. То, що треба було в строки вже відтягнуті були, і треба було швиденько все це зробити. А де ви їх наймали? Ви у агрохолдингі чи якісь компанії? Керфілд. Керфілд, так? Да, Керфілд. Керфілд. Узолінськ. Да, у Золінського. Тобто ви наймали 2 сівалки наймали. 2 сівалки і закрили свої потреби. Да. 3000 з лишнім гектар. Він нам розсіяв. А якщо повернутися до цього, до розробки технології, Олег сказав, що у вас централізовано розробляється технологія. Тобто у господарство є в Житомирській області, є в Вінницькій області, і не господарство розробляє, а дає, це власне як ви і ваша команда розробляєте, да? Так. Ці технології. А що так вирішили робити? Щоб... Поки так вирішили, можливо, ми перейдемо і на більш таку демократичну систему, що про це у нас іде мова. Скажу чесно, кваліфікація агрономів трошки ще не дозволяє, їм не вчаться, щоб розробляти. Є одиниці таких настоящих агрономів. Ясно. Тобто і тоді, і так вирішили, ви що вчите молодих, і поки цей період нас, іде, ви у нас дуже багато молодих хлопців. Ми бачимо, тут, в принципі, З агрономів остався оце я, такий старший, і в мене є ще 65-го року агроном Агролайн Україна, Ігор Миколайович.
Все. А то все молодь. Це ми тут з вами найстарші на цьому полі зараз. Дивіться, вся молодь. Так. Я знаєте, Зелена молодь. я як прийшов колгосп робити, дивився, приїжджав на семінар якийсь, всі старі, такі вже пожилі, Це мені тоді, казали, да, ну Да. 55-60 років люди. А зараз приїжджає одна молодь. Немає таких я в возрасті по пальцях можна перечислити. Ну, це Ну, я себе старим то не вважаю ще, але та нам ще рано. Ні, ну все одно, ну приємно, що багато молодих, то Да, це зрозумів, дуже. що їх треба вчити. Ясно. хлопці вчаться. У нас багато агрономів прийшли з менеджерів. І вони А вони зараз були в на другу господарствах, потім були пішли вчитись? менеджерів і зараз отримують другу вищу освіту. Багато інженерів там. А де вчаться? В Вінниці. У Вінниці? Вінниця друга вища освіта є. А ваш керівник безпосередній хто? Сірий Володимир Васильович. Володимир Васильович. Да. Це ото він стоїть, да, Залишав. Ага. Тобто він відповідає за фармінг, за повністю виробництво, за все фармінг. за виробництво. Ага. Ну тоді, в принципі, Алішер от з вами часто спілкується? Так. Да? Так. Ну, там, як часто? Часто Там, і раз на дзвонить. тиждень? Там... Ні, ну, зі мною він може 4-5 разів на тиждень 4-5 спілкуватися. разів на тиждень. Тобто Так. кожен день він. Ну, практично так. Мгм. А ваші підлеглі це агрономи? Да? Так. А от у вас ще така тема є, як мені хтось сказав, десь я читав, що у вас є такий R&D підрозділ, там, де ви Так. експериментуєте. Хто ним керує? Вольдемар Мостовенко. Вольдемар. А він, якби це частина вашої? Ні, Це він окрема команда, окрема да? структура, Ага. яка займається дослідами. Ми робимо якісь закази, щось А, він ви їм даєте закази? Да, якісь закази, він випробовує препарати, випробовує технології. Вони якби незалежні від вас? Да, Там, вони ви незалежні. їм даєте замовлення як клієнт, да? Вони Так. зробили і потім. Мгм. Як вам це допомагає? То таке Допомагає. власне? Ми багато в цьому році ввели нових препаратів, продуктів. То, що ви минулого Да, заклали багато технології. дослідів. Ми почали зменшувати норми посіву. Теж торік почали по цьому. Насіння дороге. Да, да. А скільки ви Кошти. пшениці даєте густоту? Ну, пшениці ми сіємо від 4,2 мільйони до 6 мільйонів, в залежності від строків посіву. А по кукурузі? По кукурузі, дивлячись від гібридів, гібридного складу, сіємо найменше 72 тисячі, найбільше 80. Тобто і ви вирішили саме йти від, зменшувати густоту. Чому? Бо ви помітили на дослідах? Були проблеми, на дослідах було замічено, що там, де густота оптимальна, і якщо засуха, то рослина краще розвивається, утворює, от на кукуруза кращий качан утворює, при меншій густоті. Тобто ви побачили це Так, і тепер так, почали так, впроваджувати. Скажіть, а вам Алішер це може там позвонити, сказати, там, давай обробляй цим препаратом там, чи ще щось? Ні. Він в технологію не вмішується, так? Да? Ні, ну буває, ми споримо, Ну, ви щось спорите, шукаємо. да? А, ну тобто у вас це все Шукаємо рівно компроміс, якийсь да. діалог, Діалогія, да. З керівництвом, дискусія, ну це так. не так, щоб позвонив, сказав, Ні, що... такого вже нема. Ясно. Ну супер. Добре, тоді до Володимира йдемо. Будемо його Да. запитувати. А вам дякую. Все. Гарно вам врожаю цього року. Дякую. Ну, кукурузка отлічна зараз, так? Да? Ну, в задовільному стані. Задовільно? Да, задовільний Блін, а я дилетант, я дивлюсь, а в мені мене є здається, тільки незадовільний і задовільний. А, тобто У ви мене цей, дві оцінки. як це, культури. перфекціоніст. Так. Вам не буває такого, що Ні. хороше. Тільки задовільний і Незадовільний, Ясно. Лайк, шер. В бизнесе. Деньги. Какие показатели? Там Самая вот главная первая команда. команда. Да, я ее не То есть считаю, она должна быть. не Ну, в смысле, деньги. ты должен, не то, что должна быть, она как бы, она у тебя появляется, когда ты вкладываешь душу. То есть это такое, это синергия, обоюдный процесс, команда. Бизнес может иметь деньги, не иметь команды, это не бизнес. Команда. Люди, которые с тобой вместе тусуются, там, вы там вместе ходите, вы не просто типа там коллеги, ну это такое слово, вы команда, вы семья, да, вы пересекаетесь на работе, но в любом случае у вас есть там общие интересы, там, общая какая-то философия. Вот это основное. Потому что без команды не будет и беды, и чистой прибыли.
Хорошо. Именно без Без хорошей команды не команды. будет и беды, и чистой прибыли. Это отлично. Да. Хороший финансовый совет. А как часто ты вот встречаешь, ну вот я узнал уже, и механизатор сказал, что ты встречаешься, и агрономы, а вот, ну вот, говоришь, семья. А вы часто вообще встречаетесь с такой-то большим коллективом? Ну, у нас, ну как, если ты едешь по полям, то ты там со всеми общаешься по чуть-чуть. Это немножко типа, вроде как, так, не то что сегрегировано, но ты там. А если, допустим, брать вот какой-то такой большой сбор, там, да, там, мы там хотим пообщаться там большой семьей. Вы так делаете? Да, мы недавно так делали, у нас был день открытых дверей, мы проводили в Доме культуры на нашем хозяйстве в Байковке. Это Ну, это вот под Винницей. Под Винницей, Да, да. совсем недалеко, там 35-40 километров. Классно, блин, посидели, мне понравилось. да? Ну, сколько, мы- сколько там собрали? Ну, я думаю, человек, наверное, там было 70, 80, 90, да. Вот основные все наши, вот те, кто там вот в поле добывает вот этот То тяжелый есть хлеб. не менеджмент собрался, а именно... Да, вот, да, да. и А цели- кто там был? да, Механизаторы, механизаторы, там, комбайнеры, агрономы, комбайнеры. трактористы, там люди, которые на складах работают. Класс. О, так это отличный корпоратив Да, с этими и- ребятами. Инженера, у всех там наболело, там что-то не устраивает, там, то есть... А как вы его провели? Это там вынесли такой, это в каком-то зале, да, вынесли стол какой-то такой. Да, было прикольно, что у нас как бы иногда как Президиум. бы... Да, есть вот эти элементы еще, так скажем, этого совка, да, но мы его как бы стараемся максимально убирать. И вот я пришел, мне тоже было смешно, там стоял этот стол со стульями, я говорю, блин, давайте это уберем. Просто я сяду на ступеньки, я еще пришел в спортивном костюме. Вообще вот эти галстуки, пиджаки, ну, надо, наверное, иногда одевать, но последнее вообще не могу. Можно, когда в банке с банкирами общаешься, да? Ну, И то они уже не особо тоже сами да, ходят. это как бы все такое, да. Я просто пришел, я сел на ступеньки, сказал, я здесь не буду сидеть, и все. И там пару каких-то там крепких слов, и все. И люди открылись, они поняли, о, это наш парень. А оказывается, он там не какой-то там где-то там далеко. Да, мы все общаемся, но все равно там, знаешь, есть там какой-то момент, типа там, ну, типа это там руководство, там, иногда там у кого-то там где-то. Нет, в целом сейчас это хорошо стало, да, там сейчас это вообще ушло. Но вот раньше... Это что ушло? Ну вот это Так вот, вот это отношение, что боязнь, боязнь там, да, руководства. да. Вот в самом начале было как бы очень тяжело поломать. А сейчас я говорю, вот постоянные выезды на поля, общение, и ну, даже все равно, даже ты с ним все равно постоянно общаешься, там все классно, но вот я прихожу, как бы сажусь на ступеньки, и людям все равно легче. И они начинают говорить про свои проблемы, там, про головные там какие-то боли на хозяйстве, там, в мастерской там нету там света, того нет, там нужно поставить то-то. И в принципе так смотришь, не таких это и больших денег стоит. Но ты людям помогаешь, они тебе помогают, вместе вы там созидаете, и людям приятнее в таких условиях работать. А вот ну, на этой встрече, вот, что вы там порешали? Ну, такого вот. Ну, я же... То есть ты спросил это трактористов, ребят, в чем какие проблемы? Ну, И там они вот- тебе рассказали. Да, Вот кого-то что? кого-то не устраивает, допустим, выработка на гектар, кто-то хочет получать больше. Ага. Ну, там еще был наш HR тоже на этой встрече. Я спрашиваю, говорю, там, а как мы там платим? Ну, вот там столько-то гривен на гектар, там, за такие-то операции. В принципе, как бы я же там примерно понимаю, сколько мы на рынке там, ну, сколько на рынке тоже за такую операцию платят. Ну, говорю, в принципе, можно подумать там о какой-то дополнительной мотивации. Это несложно. Кто-то говорит, в мастерской есть проблема. Там постоянно дует зимой. Когда мы там начинаем что-то там ремонтировать, ну, люди начинают болеть. Ну, давайте там что-то поставим. Да, там, еще раз говорю, всю инфраструктуру не сделаешь за один день, ну, там, ну, вот, особенно в полевых компаниях. Но по чуть-чуть ты все равно улучшаешь условия, и бытовые. Там, мы там, вот я помню, делали ну, вот, комната отдыха, спальня, где механизаторы спят во время полевых работ. Мы там ее там подремонтировали, поставили новые кровати. Вот такого рода вопросы мы обсуждали. То есть абсолютно не про ебеду. Да, вообще, Да. то есть, ну, можно Но такое... это было прикольно. Знаешь? Обычно менеджер агрохолдинга такие вопросы не обсуждает. там, что- Это мне понравилось, классно. То есть, блин, ну ты общаешься с людьми про простые вещи, у них на самом деле это как бы им много не нужно. Но они на самом деле просят какие-то базовые вещи. Мы стараемся их по чуть-чуть наделать. Они понимают, что есть забота со стороны там, компании о них. Им приятно, наверное, в такой компании, я думаю, работать. Потому что мы там никого не гнобим, не уничтожаем, не убиваем, там, не мучаем. Да, я не говорю, что мы там все прям идеально сделали. Нет. Еще есть что поменять там в инфраструктуре, улучшить, там что-то там сделать, там еще там где-то там поставить окошко, чтобы не дуло, там, где-то там ворота там поставить. Ну, со временем, но мы начали это делать и к этому идем. Вот такие вот, скажем, день открытых дверей помогает понять какие-то проблемы, которые есть на хозяйствах.
Но не только это, там еще обсуждаются там, какие-то моменты, там, может быть, там кого-то как-то не устраивает там, что-то в коммуникациях, в общении. Тоже говорим, окей, разберемся, А тебе поговорим. как-то претензии говорили, типа, вот, Алишер, вот, ты там вот что-то не так или не делаешь? Я старался построить дискуссию, что как бы, если есть какие-то ко мне вопросы, задавайте, я готов там, ну, помочь. Но люди, когда увидели, как бы, что мы с ними, ну, я с ними говорю на их языке, они как бы больше старались, наверное, тоже помочь, искать, где есть Ага. проблемы. Не типа там, там ты такой, сякой, нет, абсолютно. Как бы, да, это у нас, Конструктивно. да, этого у нас как бы и нет, потому что они видят все равно, что в компании, скажем так, офис в Виннице стал гораздо ближе к полю, к хозяйствам, к производству, потому что это было очень важно, соединить людей. И, кстати, вот кроп-тур мы делали в прошлом году, ну вот объезд по полям. Еще мы классную тему замутили, это футбольный клуб наш, Кустаагро. Ну, мы сделали там любительский футбольный клуб, там играют и наши ребята, агрономы, там где-то легионеров там наняли. А в этом, в большой футбол или Не, мини-мини. Мини-футбол? Ребята, АГИК, надо точно матч сделать с Кустаагро. У нас тоже, мы играем в футбол каждое Ну, воскресенье. супер. У нас, кстати, 2 команды. 2 команды. О, слушайте. У нас официально зарегистрирован футбольный клуб. О, То есть так мы вы вообще не, да, мы серьезные. не как бы там, да, мы к этому подошли правильно. У нас есть своя страничка на Фейсбуке. Есть ребята, которые играют, там, наши агрономы, производственники, там, мы Слушайте, взяли легионеров. Прикольно. Давай, если это самое, если вы соберете не легионеров, а вот ваших Ну, ребят, без проблем. да, а я привезу своих и сыграем Да, матч. во второй команде. У нас вторая команда, мы остаемся наши ребята, можем сыграть. Супер, Да? отлично. Все, хорошо. договорились. Договорились, да. Все, отлично. Поспілкувалися з Віктором, потім з Олегом, потім з Володимиром Миколаєвичем. І всі кажуть, що ви керуєте ними так по вертикалі. Але сказали, що не всі рішення приймаються одностібно вами, що є дискусії, є якісь обговорення і так далі. А скільки у вас людей в підчиненні? 140 чоловік. 140 чоловік. Це всі агрономічні служби на Ну, всіх всі підприємствах? всі підприємства, на всіх да, господарствах. Скільки господарств цього? 6 основних. 6. Це Житомирська, Вінницька Хмельницька і трошки область. Хмельницька Да. області. Да. Трошки пам'ятаю, бо Кустаагро нашим клієнтом був, то пам'ятаю, як влаштований. А скільки у вас агрономів? Це 150, це служба, вся 150 чоловік. Ну, це механізатори, агрономи, механізатори. директора, земельники, соцроботники. Тобто Весь штат. директори підприємств вам підчиняються, Так. Да? А з чого починається ваш робочий день? Ні, з що починається день? От прокинулись, що ви перше дивитесь в смартфоні? Погода. Погоду. Погоду по всім точкам. Погоду, потім дивлюся в мобільному телефоні приложення Кропів, де в мене там саме болюче Тобто все в Кропі. місце. Да, дивлюся техніку, як вона закрила, за мальовкою площі. Потім у нас рано зв'язок, такий конференц кожен ранок, без вихідних. Директора, агрономи, інженера, спілкуємося, в кого що, який вироботок, скільки чого зробили, які проблеми. Це ви на голосному зв'язку чи як? Чи в Zoom? В чому? Ні, в конференц в телефонному режимі. Телефоном. Да, я там підключаю 4 чоловіки, інженер 4 чоловіки, І ви і обговорюєте, агрономи, да? так, щоб всі знали, в кого що робиться, до кого що треба, яку допомогу, щоб у всіх була одна І якась. це кожного ранку? Так. Да? А от, ну я так зрозумів, що... Ніде не збираємося, от так як є там, ну я працював в 2 холдингах попередньо, там оцих нарад, у нас цього всього нічого немає. То у вас ще і до карантину не було нарад? Ні, ні. Да? Тобто ви так Ну, віддалено? стараємося, щоб люди більшості були до нашого основного бізнесу, це поля, підприємств, щоб не тратили час, дорогоцінний, я рахую, на переїзд в офіс, бо у нас господарство трошки далеко розкидані від центрального офісу. І не тратили свій час, а час приділяти основному бізнесу це в полі. Поле, механізатор, основні проблеми на низу. Офіс нічого не рішає, крім планування і підрахунку, як то кажуть, нашого успіху. Офіс нічого не рішає. Ну, Да. А в R&D підрозділ у вашому? ну, частково так. Він під управляючою компанією, незалежний цей такий арбітраж, на якого впливу так серйозного немає, але пропозиції даємо. Я головний агроном, але він сам по собі підпорядкувається управляючій Ви з ними компанії. як партнери чи як ви заказчик? А вони Заказчик. клієнт? Ви як заказчик, вони підрядчик Хотіли, ваші? побачили щось нове, ми завжди не стоїмо стабільно, нічого в світі немає, навіть вселенної. Якісь
планети рухаються десь, Да, постійно зірки згорають, хтось Минулий народжує. рік вже це Да. показав, що казали, типу, що зміниться щось таке далеке, це вже все. Всі ми живемо в змінах. Да, постійно. теперішній час, так то кажуть, все стрімко міняється. Стараємося всі хлопці, у нас, бачите, молодий штат, щось нове, як то кажуть, витягнути з технологій, то, що є зараз в світі, і затягнути сюди виробництво, випробувати не на великому об'ємі, а потім масштабувати, щоб мати завжди кращий результат. Окей. А скільки, які зарплати агрономи у вас? Ну, в середньому десь $1000. $1000 Да. в середньому, так? Да? Це кукурудза, це культура номер 1, це її найбільше у нас. У вас найбільше, так? Да, Да, 9226 гектарів. А всього в холдингу Постійно. 30 тисяч? 23 тисячі. 23 тисячі. Да. Ага, тобто майже половина це кукурудза. Тут практично вже пізній посів, це 1 травня, гібрид Мотадо. Дуже в прошлому році, що ми поміняли, це підійшли весною внесення жидких стартових добрив, щоб швидше культуру розкачати, оце холода, щоб не було голодування фосфору. І здешевили трошки технологію, перейшли на безводний аміак. Це Хорошо, про команду решили, ясно. Все-таки про деньги. На какие вот команды, это на первом месте, но все-таки ты как директор холдинга, у тебя есть учредитель. На какие финансовые показатели ты ориентируешься? Ну, если говорить про чистую прибыль на гектар, то это не ниже, вот за этот год не ниже $200. Если про беду, то не ниже 500. Если мы говорим про следующий год, то мы видим ситуацию с ценами на зерно, мы видим понимание, что мы можем получить больше урожая за счет технологий, то и беда должна быть у нас не ниже $700-800 на гектар, а чистая 500. То есть к этому можно прийти. Это вы тут. Вот смотрите, насколько приятно слушать человека, который шарит в финансах, и он себе планирует. Он планирует, сколько он в следующем году заработает. Вот если вы хотите научиться точно так же уверенно смотреть в будущее и планировать, сколько заработаете, вот тут внизу ссылочка на наш курс по финансам. Ребят, вот все те слова, которые сказал Алишер, EBITDA и все остальные, чтобы их понимать, пройдите наш курс по финансам, и вы будете, вот этот уровень стресса снимется, будете более спокойно в будущее смотреть, и так как Алишер спокойно рассуждать. Я хочу в следующем году $700 EBITDA, а чистой прибыли 500. И при этом будете понимать, что такое EBITDA и что такое чистая прибыль. Да, И зачем это нужно. Вот тут ссылочка внизу. По поводу всего, структуры холдинга, вот как управляется? Ты директор, ты представляешь интересы акционеров в Украине. Да. Кто под тобой? Ну, я подо мной так бы не сказал бы, кто моя команда, да? Ладно, все время на команда, хорошо. да. Кто с тобой на твоем поле играет? Да. Какие у вас роли? У нас есть, вот мы говорили, директор фарминга Володя Сирый, главный агроном. Он вместе в команде с Володей Сирым Владимир Николаевич Смирнов. То есть это производственное подразделение? Да, это производственное подразделение. Есть у нас элеваторный бизнес, там у нас директор, девушка Лина, она, кстати, у нас начинала с контрольно-ревизионного отдела. Да, она там себя очень хорошо показала. Вообще у нее такая хорошая была аналитика, понимание. И потом мы приняли решение, что она может себя попробовать в элеваторном бизнесе. И получилось. И коммерческий директор Лена Бескупская, это такие основные направления, игроки, так скажем, да, нашей команды. Но также есть управляющая компания, да, это HR наш. Какую роль управляющей компании? Вот какие там, что там? Управляющая компания. Какие функции на сегодняшний день управляющая компания, наверное, стала менее дотационной и более бизнесовой. То есть мы стараемся... Она теперь оказывает услуги подразделению. Мы стараемся влиять так, чтобы, в хорошем смысле, чтобы в совокупности все лучше и больше зарабатывали. Насколько получается или нет, я думаю, что больше получается, чем нет. А на чем может зарабатывать управляющая компания? Обычно же это просто, скажем так, типа мы хорошие адвайзеры. Но обычно управляющая компания это то, что пожирает деньги. Вот я и говорю. Как вы их зарабатываете? Решениями. Как, например? Элементарно мы можем сесть, поговорить с точки зрения затрат, доходной части, технологий. То есть у меня была идея, как сделать так, чтобы управляющая компания больше была на поле и больше понимала технологию. То есть, мы выращиваем кукурузу, понятно. А когда финансовый директор говорит, а почему мы не выращиваем 14 тонн с гектара, а не 12?
И типа у нас же есть для этого там типа все условия. Ну, к примеру. Там начинают там говорить там про удобрения, про семена, там, про подходы и так далее. То вроде как это вот есть элемент, один из, который как бы вроде влияет в будущем на EBITDA и чистую прибыль. Вот. То есть как бы управляющая компания, да, они тоже молодцы, вот и тоже нельзя не забывать, это как бы однозначно тоже часть нашей команды, это и HR, и рисковики, и финансовый директор, и юрист агрохолдинга, главный бухгалтер. То есть вот это все в совокупности как бы дает, вот, ну, я думаю, правильное решение. Ну плюс еще однозначно, конечно, IT-директор наш, да. Тоже управляющий Да, компания. IT-департмент, это тоже как бы важный блок в холдинге, особенно вот, ну, при таком цифровом инструментарии. Ну, там учетные системы, Кропио. Вот сегодня мы были на поле, там рассказывали, как мы там в планшете данные вносим. Да. Сразу попадают в 1С, и не нужно там 5 экономистов, чтобы они эти данные заполняли. Все сразу распыляется, попадает в статьи, все. Там экономисты выгрузили 1С, все, увидели отчет, все. То есть как бы шаг мы уже на поле начинаем делать коротким. Хорошо, ну я почти все вопросы, которые себе хотел задать, я задал. По поводу, ну вот наш ресурс Агик, он на точном земледелии. Одна из основных наших тем это точное земледелие. А кто в Кусто вот отвечает за точное земледелие? И вообще, вот, как бы, насколько вы вот эту философию точного Это классная земледелия? тема. Это надо ее двигать. Мы Да. ее двигаем. У нас за точное земледелие отвечает диспетчерская служба. У нас есть главный диспетчер, классный парень Серега Дюмка. У него такой хороший проект, он уже его года 2 ведет. Мы много чего попробовали за это время. И в принципе интересно. То есть там есть куда двигаться, но надо двигаться правильно. То есть нужно не переоценивать иногда новые тренды, правильно их протестировать в поле, потому что там, ну, как бы на картинке все красиво выглядит, но когда ты видишь в полях, что есть какие-то там неточности бывают, то ты как бы на эту технологию смотришь по-другому. Но А какие это примеры ну, технологий? точное земледелье, допустим, то, что мы уже сейчас делаем, оно даже уже как стало частью бизнеса, это точность посева. Ну, мы там понимаем, сколько мы семян там, по кукурузе, ну, только на сеялках, на кинзе, это мы на кинзе мы видим полностью, сколько мы семян на гектар выкидываем. И мы можем контролировать, закладывать количество семян, считать. Потом, допустим, мы контролируем технологические колеи, насколько мы это можем. Даже сегодня мы объясняли, говорили, да, там, как самоходная прискать ездит по диагонали, и получается, как бы он потом же обратно там же едет через какое-то время. Мы сохраняем все это в GPS-трекинге. Мы стараемся работать по теме тоже как бы антифрода на поле в этой части. Вот мы в этом году хотим попробовать поставить датчик на комбайне. Картирование урожайности? Не, картографию урожайности мы уже это делаем, оно понятно. Да, А это что как такое бы датчик? это датчик на шнеке, который ставится, ультразвуковой. И сколько попадает зерна в машине, бункерный вес, ты сразу видишь. Да. То есть, типа, ты как раньше видишь физический вес на элеваторе. Ну, как они там принимают и так далее. Но пока машина в пути, мы как бы, ну, условно не знаем, что может произойти. Ясно, что у нас все там на GPS, у нас там мы видим на элеваторах, с какого поля какая машина едет, элеватор полностью автоматизированный, там шлагбаум не откроет на чужую машину. Но вот эта тема со шнеком тоже прикольная, она не супер крутая, прям, что это там не прям такой ноу-хау. Ну, просто мы хотим попробовать. И таких очень много еще есть фичей, это можно долго рассказывать, это как бы для нас интересно. Хорошо. Я хочу еще одну такую штуку сделать. У нас есть... Вы с компанией Friend работаете? Да. Да, вот мы с Виталием Шуберанским сели, нарисовали такую пирамидку. Трактор це дурак. Трактор дурак. Трактор. Він же й дурак. Трактор дурак и агрегат дурак. Точного земледелия. Виталию привет большой. Уровни, да, Виталик. Сейчас про тебя расскажем. И вот эта пирамидка, и я хочу, чтобы мы сейчас пошли уже там, ну сейчас пару вопросов пойдем, и я хочу, чтобы мы с тобой заполнили в этой пирамидке те технологии точного земледелия, которые Кустагро использует. Вот наша. Просто галочка, да? Да, вот можно начать с, ну можно сверху, можно, да, Дифференцированный снизу. посев сразу можно, да, Плюс поставить? или галочка? галочка. Смайлик можно. Да, FMC. можно, что-то. да, ну FMS, ну Кропио у вас есть точно. Да, да. Кропио. Да. Автоматизация подготовки. Ну, это, наверное, если вы с Керфилдом работали, то у них есть это. Это раствор Да, да, типа да. химичный. Ну, типа там, когда этот самый
Мониторинг дроном есть, да? Какие дроны используете? Ну, у нас сейчас, как его, Маврик, DJI. да. Мгм. Не, это которые это типа для NDVI снимков для мониторинга за полями? Да, Не, да, ну, А, Маврик, а еще мы для работы используем Опрыскивание. уже этот китайский. да, А опрыскивание. для проискивания какой? Да. Ксаги, 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 да. Мгм. Опять DJI и XAC, они тут конкурируют вечно. Ну да, да, да. Ну, метео, наверное, Станции делаете, да? есть, Ну да. там есть. Станция. ну, Аккаунт, такое. это у нас агрономы Есть, делают есть, через да. Мгм. анализ почвы есть. О, а кто вам делал анализ грунта? У нас своя есть, как его, пробоотборник. Пробоотборник Да, свой, и да. мы в разные Ну, В кстати, лаборатории. мы разные его лаборатории. купили же как раз таки у Френда. Френда, да. У Френда, Да, да? да, Мгм. да, да, да. Так, Есть пенетрометры, два. Мгм. Есть автоматический на машине Мгм. стоит, и есть такой Мгм. индивидуальный, типа. А подвязывается точка к... то есть подвязываете точки к GPS, супер, GPS через супер. пропил, все идет. Мгм. Оценка якости. Я вот это, кстати, не помню даже. Вот Виталик рассказывал, что это, но я даже не... Ну, У нас это, есть, я думаю, мы это делаем, наверное. Мгм. Да. Нужно поставить. Мы это Да, делаем. Зміна делаем. норма внесення добрив можемо робити через оприскування. Мгм. Оприскувач у нас відключається, є Да. посекційно, є навіть по форсунці. Ага. По форсунки Даже по оприс- форсункам. Да, це 4430 кейс. Тоже френд вам делал, Клас. да? Ні, це ми купили Это вже, вы сами купили. купляли А техніку. какой опрыскиватель? Це John Deere робить в нас ці 4430 Мгм. і кейс. Кейс. Да. Мгм. А этот Amazon Ну і разбрасыватель плюс тоже, Amazon, да? Ультра, да, да. ці, що ми нові Да. останні Ну, купили. это эти гранулированные Це удобрения. грануліровані. Ага. І сухі можемо. і- Розкидачі. Да, і грануліровані. Ну, здесь, если у вас есть вот Конечно. этот, у вас вот Да, это да, есть. да. Сівалки ми ж навіть в прошлому році, пам'ятаєте, ми написали Кусто з сівалками. Да, да, да. Так що Ну, это тоже Карта у нас урожайности, через- Алишер говорил, через есть. филд. Картография? Через Да, филд да, view, да, да, мы да, это да. всё. Ну, вот это все есть здесь у нас. Вот это все ставим. О, отлично. Тогда можно без комментариев просто. завдання. Пані Мгм. Кернел там підказав, як зробити Это даже уже, наверное, не ноу-хау. Мгм. підключення станції. Ну, именно селка, Опрыскиватель которая это междурядку для- делает. Да, ты да. с Ну, и основного технологических посела. колеи мы сегодня в Да, ней гуляли, да, это да, есть. да, да. Ну, смотрите, круто. У Кустуагро почти полная пирамида точного земледелия. Ну, там осталось 2 пунктика вам заполнить. Хорошо, так, и по вопросам. Ну что, про команду спросил, про технологии спросил, про Agtech спросил, про деньги. Ну, наверное, А про любовь? про любовь. Блин, наверное, мне надо будет новый канал создать, чтобы... Love Channel? Да. Agik Love. А что, почему нет? Ну, посмотрим, как все Всё пойдет. может быть. Проект развивается, мало ли, может Не, ну у мы вас через- классный проект. Я года. скажу, мне понравилось, что мы где-то 4 или 5 лет назад начали сотрудничать еще тогда. У нас были интересные проекты. Да, кстати, Кусто был первым клиентом Agik в 2016 году. Мы начали общение, а в 2017 уже стал И клиентом. мы ждем свои дивиденды. Ну, мы думали, мы считали, шучу. что мы отрабатывали их нашим классным сервисом. Да, однозначно, да. Все было супер. Вот и тогда мы начали сотрудничать. Но самое главное даже не то, что мы познакомились как люди. Да, да. Что нам это позволило через там площадку там, ну, там, бизнеса как бы друг друга узнать. И, как бы, и уже как бы мы знаем друг друга, это здорово. Да. В этом и уже есть прелесть. много лет. Да, это, в этом Да, есть прелесть. То есть да. не надо, чтобы все там типа только ограничивалось бизнесом. Самое-то главное человеческие отношения. В этом и смысл. Слушай, Кстати, с нами- очень классный пейзаж получился. Да, да. Наверное, все думают, блин, что они кресло вынесли в поле? Это Короче, не наши кресла. Да. Они здесь были, ребят. Тут вот в Житомирской области, приходите, тут стоит 2 кресла, ждут всегда. Да. Короче, с нами был Алишер Тяжин, генеральный директор холдинга Кустуагро. Я хотел с ним поговорить про деньги, а получилось, что больше говорили про людей, про команду, про человеческие взаимоотношения. Да. Так управляется современный агрохолдинг. Все начинается с людей, и потом люди это то, что, собственно, и создает эту ценность, Да, и то, что да. производит все вокруг. Да. Ну, мне понравилось. Пошли нарисуем пирамидку, да будем прощаться. Сила в команде – это самое главное. Спасибо.